Парень, у меня есть две новости. Во-первых, я снова сломал Луну. Вот видишь, она опять упала. Во-вторых, третий ролик, он уже на канале. Ты как раз его сейчас смотришь. И ты большой молодец. Ты дождался третьего ролика, ты, скорее всего, посмотрел все три, и теперь ты точно знаешь все про Мексику, про как эмигрировать в США через Мексику. Ты большой молодец. Поэтому это заключительная часть, третья часть, в которой все под конец уже расскажется. И опять хочу пожелать тебе приятного просмотра. Если у тебя будут какие-то вопросы, если что-то тебе станет непонятно, пиши в комментариях, давай общаться, давай дружить. И еще раз приятного просмотра, друг. Увидимся в Америке. Итак, господа, как только вы прибудете на границу в США, вас любезно офицер сопроводит на парковочку. Вы поедете на своей машине на парковку, встанете там, потом вас по одному будут вызывать на улицу, вы будете сдавать отпечатки пальцев, вас будут задавать небольшую анкету, там, национальность, каких-то родственников, адрес прописки в стране, из которой вы приехали. Далее садитесь обратно в машину, ждете еще несколько часов, приезжает товарищ второй офицер, забирает вашу машину, ждете на улице. В этот самый момент у вас опломбируют, ой, я слово вспомнил, опломбируют ваш багаж, дадут вам карточку с номером, как на вашем багаже. Прячьте в ваш багаж телефон, всякие украшения, сережки, кольца, шнурки. Если не можете снять шнурки, у вас их отрезают, часы, браслеты, все, что есть. Все складываете в багаж. Багаж пломбируется, вам дается удостоверение, что это ваш багаж. Ну, с таким же номером, можно сказать. После того, как ваш багаж опломбировали, вас заводят в помещение, где вас, скорее всего, досмотрят. Мальчиков более подробно, с разворотом, прошариванием всех кармашиков, щупать в самых интересных местах. Девочки то же самое. После досмотра вас отправляют в складское помещение, где вы сдаете свой багаж. Возвращаетесь в другую комнату и ожидаете, пока вас сопроводят в камеру. По пути в камеру вам выдадут вот такие вот малюсенькие матрасы, как коврик для йоги, и одеялки из фольги. Это все, чем вам придется довольствоваться в камере. После чего заходите в камеру и все. Сами камеры довольно маленькие, эти бордеры не оборудованы под то, чтобы содержать большое количество людей, они обычно рассчитаны на 5-7 человек, но у вас там будет, скорее всего, человек 20-25, а то и больше. Большой поток людей, постоянно все меняются. Из удобств у вас будет туалет, пара металлических шконок, но мой совет: занимайте место под шконками, там свет не светит так сильно в глаза. Кормить вас будут стабильно, не сказать, что вкусно, но стабильно. 4 раза в день покормят, после чего тут в зависимости от вашей удачи. Может быть через день, может быть через 2, может через 3, может и больше. Вас вызовут по фамилии из камеры, где вы сразу же тут недалеко сдадите ДНК-тест, вернетесь обратно в камеру, и это значит, что скоро вы выйдете. Это в идеальном варианте, это то, как вы хотели бы, чтобы это прошло. Но могут быть и другие варианты событий. Возможно, вас вызовут на так называемый тест на страх. Вы не хотите попадать на тест на страх. Это такая процедура, в которой вам будут на протяжении нескольких часов через переводчика посредством телефона задавать неудобные вопросы по поводу вашей истории, почему вы приехали, чего вы боитесь, почему не можете вернуться. Будут расспрашивать перекрестные всякие вопросы, повторяющиеся о вашей истории. И если, как мы с вами ранее говорили, вы не готовили свою историю, то вот на этом этапе, скорее всего, вы поехали в детеншн. Если вы, ребята, молодцы, то вы подготовились, история у вас написана, отрепетирована, и этот тест вы с легкостью пройдете. Но, опять же, он не обязательно случится, но вы должны быть к нему готовы. У вас взяли ДНК-тест, вернули в камеру, это значит, что уже скоро вы выйдете на свободу. Ну, не совсем на свободу. Сначала вас отвезут в карантинный отель, где вам сделают тесты на ковид, и нужно будет понять, остаетесь вы там на 10 дней или можете сразу же гулять восвояси. Автобусы ходят 2 раза в день, это в 9 утра и в 8 вечера. Поэтому, если кого-то забрали в 9 утра, а вы переживаете, что вас все еще не забрали к обеду, ничего страшного, просто ваше время не пришло. У меня лично есть знакомая, которая заходила с большой группой людей, но вышла гораздо позже, чем даже новички, которые пришли уже после нее.
Ничего страшного в этом нет, просто не повезло, попало не в ту очередь, все прошло хорошо, она в стране, все у нее прекрасно. Итак, после того, как вы вышли из камеры, вы идете прямиком на складские помещения, забираете свой багаж и ожидаете своих документов. В идеале документы вам должны выдать форму I-94 и форму 862, I-862. После этого вы просто ждете автобус. Автобус увозит вас прямиком в отель. В отеле вас радушно встречают, расселяют по номерам, проводят инструктаж, кормят хорошо, 5-6 раз в день, поэтому не переживайте. На следующее утро, скорее всего, вам возьмут тест на ковид, и уже к вечеру могут прийти результаты, но, скорее всего, на следующий день. Как только вы узнали свои результаты, вы либо остаетесь на 10 дней, если у вас есть ковид, либо можете выходить в ближайшие 12 часов. Из отеля просто так выйти невозможно. Вы должны либо купить билет на автобус, либо на самолет, либо вас должен забрать ваш поручитель. Да, с покупкой билетов вам обязательно помогут, потому что там не все так просто, поскольку у вас забирают паспорт, то есть там какие-то сложные манипуляции, но тем не менее это все можно сделать. Несмотря на то, что у вас не будет паспорта, вы можете купить билет на самолет, получить права, открыть счета в банках, это все понятно, об этом мы всем расскажем в отдельном ролике про адаптацию. Еще один важный момент, который я забыл сказать. В тот момент, когда вас будут заводить внутрь помещения, впервые, когда вы только вас приняли на границе, есть вероятность, что прямо в этот момент будут звонить вашему поручителю, либо уже когда вы будете сидеть непосредственно в камере, будут звонить поручителю. Поэтому попросите вашего поручителя в момент, когда вы въезжаете на границу, отпишитесь ему, что все, мы прошли, и пусть человек, кто является вашим поручителем, в ближайшие несколько суток активно ждет звонок из этой самой службы, потому что я сам был поручителем, мне позвонили, и они звонили, к сожалению, номер определился как спам, но я его поднял, и хорошо, что поднял, так что предупредите вашего поручителя, что могут звонить как спам, это нормально, вот такие у них телефоны. Сейчас самый волнительный момент, который все ждали, стоимость всего мероприятия. Так, первый пункт, который вам нужен, о чем мы с вами говорили, всякие документы, паспорта, все остальное, не знаю, закладывайте на это 15 рублей, на всякие доверенности, на все вот это дело, 15 тысяч рублей, то есть, грубо говоря, 200 долларов. Второй пункт, это, конечно, тур или отдельно билеты в отель и билеты на самолет, которые вы сами купите. Туры я лично видел стартуют от 90, я видел такие туры, но это как повезет. И вплоть там до бесконечности, до 200 тысяч. Ну, возьмите как среднее арифметическое 150 тысяч, то есть где-то 2000 долларов. Окей, пункт номер 3 – это внезапно налоговый сбор. Налоговый сбор отеля. То есть, несмотря на то, что вы купили тур, заплатили полную стоимость, скорее всего, при заселении в отель вы заплатите еще налоговый сбор. Возьмем его в среднем от 100 до 250 долларов. Где-то в этом диапазоне. Четвертый пункт – это расходники, которые вы потратите в Канкуне, в Тихуане, на еду, на сим-карту, на все остальное. Можете на Ролтонах уложиться в 100 долларов, 150, а можете шикануть на вообще невероятные деньги, тут бесконечность, кто как умеет, поэтому я бы взял как какую-то константу долларов 300, мне кажется, на жили-были на 4-5 дней должно хватить в Мексике. Итак, пункт номер 6, близимся к концу, соберите себя, я тоже уже устал, все устали, давайте заканчивать. Пункт номер 6, машина. Машина очень полезная штука, вам она понадобится непосредственно на границе. Значит, машины сейчас в среднем стоят от 2500, 3, 3500, 4, в зависимости от ваших аппетитов и финансовых возможностей. Но я бы рассчитывал где-то на 500-600 долларов с человека, если вас едет 6 человек, примерно. Сами арифметику рассчитывайте. Старайтесь брать машины не сильно убитые, как я вам раньше говорил. Главное, чтобы она была исправна, выглядела опрятно, была на калифорнийских номерах. Но это я вам все и так уже рассказывал до этого. Да, я тоже это вижу. Да, я понимаю. Я могу все объяснить. Камера просто перестала снимать. Пятый пункт. Поясняю за пятый пункт. Пятый пункт – это билет на самолет до Тихуаны и обратно, и отель, в общем-то, в Тихуане.
Я там что-то разгонял, рассуждал по поводу, сколько что должно стоить, но в целом билет вам будет туда-обратно стоить где-то баксов 300, отель в целом около $200. Опять же, все зависит от ваших аппетитов. 7-й пункт – это ваша США. Сколько вам нужно на первое время. Чем больше, тем лучше. Чем меньше, тем хуже. Поэтому старайтесь привести вот к этой точке как можно больше денег. Потому что вам поначалу придется снимать либо отели, либо жилье какое-то полноценное. Нужно какую-то машинку купить, в зависимости от того, в какой район вы едете. Потому что где-то без машины вообще никак, а где-то, как вот в Нью-Йорке, можно обходиться без транспорта вообще. Поэтому, старайтесь иметь хотя бы, двушечку, трешечку, вот было бы хорошо. Чтобы вы не слишком чувствовали себя ущемленно, чтобы вам было с чего начинать. Итого. Итак, давайте все посчитаем. Значит, первый пункт, это у нас были расходники. Забыл подписать. Расходники на всякие бумажки, доверенности, паспорта, вот на это все вот барахло. Где-то $200. Далее. Тур $2000 примерно. Может дешевле, может дороже. Берем среднее значение. Налоговый сбор, опять же, берем среднее значение в 150. На проживание, на сим-карты, на покушать возьмем еще $300. Билет Тихуана и отель Тихуана где-то суммарно отель и билет $500. И машина где-то $500. Итого выходит примерно $3650. Кому нужно на рубли, это 268 тысяч. Но вообще привыкайте к долларам. Вот примерно вот такая сумма вам нужна, чтобы пройти Мексику. Это при учете, что вы будете все проходить с первого раза, что вас не завернут, не отправят обратно, не заберут машину. Если все пройдет идеально, вы потратите $3650, грубо говоря, 4000. Это в идеале. Но я бы все-таки брал какой-то запас, плюс вам нужна еще вот эта сумма в 2-3 тысячи, чтобы комфортно себя чувствовать. Итого вам нужно где-то 7, будет прям хорошо. И напоминаю по поводу адаптации, ребят, видите вот этот пункт, адаптация 6. Он, конечно, очень важный, но в этом ролике мы его рассматривать не будем. Это тема для отдельного ролика, поэтому давайте сделаем хитро вот так вот, как блогеры делают. Наберете мне 500 лайков под видео, и я вам сниму отдельный ролик большой про адаптацию. Про права, про банковские счета, про фирмы, про работы первые, про жилье, вот как адаптироваться в самом начале, это всем нужно. Как подавать потом свой кейс и все остальное. В общем, все очень интересно. Давайте 500 лайков, и мы забабахаем. Нет 500 лайков, нет видоса. Все очень по-честному. Так что жмите, не стесняйтесь. И давайте вон туда возвращаемся, в ту комнату. Ну вот и все, товарищи. Вот вы все знаете, вы знаете весь пункт, весь процесс, как люди проходят сейчас, в данный момент, в 2021 году, осенью. Точно так же проходили летом, точно так же проходили весной. И, скорее всего, также будут и проходить и дальше, пока не введут каких-то новых ограничительных мер, пока не вступят в силу поправки, о которых много говорят, о том, что будут проводить интервью непосредственно на бордере. Но пока это все слухи, пока никаких официальных релизов не выходило, законопроект не принят и даже не придуман. Поэтому пока что все актуально, пока ехать можно. И если вам это нужно, если вы нуждаетесь в политическом убежище, если вам угрожают в родной стране, вы чувствуете не в безопасности, то welcome, есть такая возможность приехать. И, собственно, езжайте. Что еще хотелось сказать? Я надеюсь, моя работа не пройдет даром. Я тут заморочился, одел пиджак, одел крутую футболку, выставил тут свет, немножко организовал даже пространство, чтобы вам было интересно смотреть. Я не профессиональный ведущий, это вот первый ролик специально для вас, потому что тема горячая и всем полезная. Так что, если есть возможность, поддержите канал лайком, репостами и всем остальным комментариям. Это все понятно, это все здорово, не будем на этом заострять внимание. На чем хочется заострить внимание? То, что я вам сейчас рассказал, это полный гайд, полное вообще все, что нужно вам знать поэтапно, чтобы пересечь мексиканско-американскую границу. То есть по этому видео вы можете все сделать абсолютно сами. Но если по какой-то невероятной причине
вам нужна помощь, и вы хотите какую-то личную консультацию, вы хотите что-то узнать, что-то уточнить, или, что более важно, вам нужна помощь в вашем политическом кейсе, в составлении политического кейса, в переводе политического кейса, в дальнейшем подаче всех этих форм и всего остального, я могу вам в этом помочь, я оказываю такие услуги дорого, но дешевле миграционных адвокатов, качественно и со всей любовью. Так что, если кому-то это понадобится, обращайтесь по почте, я оставлю свою рабочую почту в описании, обращайтесь. Также мы оказываем другие услуги, мы помогаем с получением прав американских, открытием бизнеса, то есть компании, открытие банковских счетов, составление помощь в политическом кейсе в вашей истории и подача ваших всех документов непосредственно в миграционным офицерам, миграционную службу, чтобы вы запустили свой процесс легализации. Также я помогаю в получении быстрого social, быстрых work authorization. Опять же, быстрый это не значит, что какой-то нелегальный и что вот что-то я знаю, какие-то у меня есть там знакомые. Нет, это не та страна, ребят. Просто если вы делаете все правильно по закону и знаете, как правильно оформлять бумаги, то вы получаете все гораздо быстрее, чем те, кто ждут у моря погоды. Так что, если вам нужна помощь квалифицированного специалиста, обращайтесь, чем смогу, помогу. А на этом все. Если хотите другие видео, пишите о них в комментариях, ставьте лайки. Напоминаю, если вы хотите видео про историю, про кейс или про адаптацию, 300 лайков вверх, и я подумаю, что можно с этим сделать. А пока, пока.